Это видео я начну со своего торгового отчета. Вот перед вами торговый отчет. На протяжении 5 лет вы можете посмотреть кривую капитала, как росла моя доходность, и только этот счет я разогнал в 9 раз. Это не один единственный счет, и вы можете посмотреть сумму остальных счетов. И опять-таки это не все мои счета, и можно сказать, что я живу исключительно с трейдинга. Во всяком случае, трейдинг составляет львиную часть моих доходов. У меня есть побочные заработки, конечно, я сдаю недвижимость какую-то, также у меня есть онлайн-обучение, которое я провожу, но львиную часть моих доходов занимает исключительно трейдинг. Я могу жить исключительно трейдингом и делаю это. При этом я не являюсь каким-то вундеркиндом, я бы не назвал себя, знаете, каким-то чересчур талантливым человеком. Я обычный, можно сказать, средняк, и у меня же это получилось. У меня же получилось не работать на дядю и зарабатывать себе на жизнь исключительно трейдингом. Почему же у вас не должно получиться? Сегодня расскажу, как сделать так, чтобы уволиться с работы, чтобы зарабатывать исключительно трейдингом себе на жизнь и быть самому себе начальником. Расскажу, как это сделать. И мое видео выгодно отличается от остальных видео различных авторов, которые вы можете встретить на YouTube, в социальных площадках, тем, что я вам показываю в самом начале видео пример свой собственный. Я не рассказываю вам теорию, которую мне кто-то там рассказал, я показываю вам свой собственный пример. Буду дальше рассказывать, как конкретно у меня это получилось. Итак, наша сегодня задача выяснить, как уйти с работы при помощи трейдинга. Если вы смотрите меня впервые и не знаете вообще, кто я такой, впервые сошли на мой канал, я Квал-инвестор, аттестованный Банком России, включен в реестр Квал-инвесторов, разумеется. У меня богатый опыт, уже 15 лет я занимаюсь этим, зарабатываю этим. У меня есть собственная онлайн-школа, где мы также обучаем студентов. И один из способов, который позволил мне зарабатывать и жить с трейдинга, это то, что я не терял депозиты. Я терял, конечно, какую-то часть своего капитала, но полностью, подчистую, я ни разу в своей жизни не сливался. Во многом благодаря тому, что я знал, что нужно делать для того, чтобы не слиться. Поэтому эту тему я знаю очень хорошо, поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Давайте мы начнем с неприятной правды. Не стоит думать, что вот став трейдером, вы попадете вот в этот маркетинговый рай, где стоит молодой парень в красивых вещах на фоне дорогой машины где-нибудь возле высоток Дубая. Рядом красивые девочки, пляж, холодное шампанское, миллионы и так далее. Будем с вами откровенны, в рынке реально очень много денег, и вы сможете себе это позволить. Вот я, например, себе могу это хоть сейчас позволить. Хоть сейчас я могу взять билет в Дубай и наделать кучу подобных фотографий, причем не на арендованных машинах, а купить свои собственные. Вы видели мой капитал, вы понимаете, что мне это проще пареной репы, так сказать, да? Очень легко сделать. Почему я так не делаю? Потому что трейдинг – это такая же работа. Иногда скучная, иногда раздражающая. И не стоит думать, что тут вы придете, сразу миллионы и так далее. Не получится у вас так. Придется к этому немножечко походить. А когда вы к этому дойдете, уже к этому уровню, про который вы мечтаете, вы подумаете, нахер мне оно надо. Вас уже будет привлекать сам процесс. Вы будете кайфовать от самого процесса. Ну, как вы считаете, почему я этим занимаюсь 15 лет, не потерял еще к этому интересу? У меня глаза горят, когда я графики открываю. Почему так? Потому что здесь, как, понимаете, дорогое вино. Оно становится лучше с каждым годом. Но не у всех. Некоторым, конечно, это начинает приносить неудовольствие, но про это чуть-чуть попозже. Поэтому в любом случае вам придется здесь работать. То есть вы будете работать и вкладывать свои силы. Не получится так, что вы ничего не будете делать и вам будут давать миллионы. Мы с вами взрослые люди, мы понимаем, что так не будет. Что придется вам и вкалывать иногда, да, и прикладывать иной раз даже больше усилий, потому что здесь над вами нет начальника. И вам придется, хотите вы того или нет, быть начальником для самого себя. Это сложнее, поверьте. Это гораздо сложнее самого себя заставлять и объяснять, что сегодня нужно делать. Но в то же самое время, с другой стороны, это дает просто великолепный плюс. Не будет никого, кто будет говорить вам, что делать. И самое главное, вы будете заниматься тем, что считаете правильным, тем, что считаете нужным. Не будет человека, который скажет, вот делай вот эту вот штуку, а вы понимаете, что это херня. Но вы вынуждены это делать. Вот такого здесь не будет. Нет начальника, вы вольны распоряжаться своим временем. Вы можете сегодня проспать целый день.
Или, например, вы можете, допустим, возьмем мой пример, я 3 раза в год делаю большие отпуска. Либо занимаюсь другими проектами, либо попросту не работаю, либо отдыхаю, либо тупо там смотрю какие-то сериалы, или куда-то поеду, грубо говоря, да, или с женой проведу время. Я могу себе это позволить. Я не могу так сделать, знаете, как это. Мне не надо подгадывать никакой график, просить подмениться, писать какие-то заявления. Я волен делать то, что я хочу. Это то, что меня в свое время привлекло, и то, что до сих пор меня удерживает здесь. Одна только мысль, что я буду работать на работе, что будет кто-то, кто будет мне говорить, вот делай то-то, то-то. Одна меня вот эта мысль просто страшит. Очень бы мне не хотелось, знаете, к этому дойти. Я вам желаю просто оказаться в том месте, в котором я оказался, и иметь вот эту вот свободу. К этому всему вы придете сразу, вы к этому добьетесь, вы добьетесь это. Нет вариантов, вот если вы будете слушать то, что я вам говорю, если вы будете слушать, смотреть материалы и так далее, если вы будете делать, нет у вас никаких вариантов, чтобы этого не было. Вы к этому рано или поздно придете. Но перед тем, как вы придете, у вас должна быть подушка безопасности. По-другому не получится. Я очень много примеров знаю своих студентов, которые имеют великолепное образование, которые умеют зарабатывать. Они выходят в самостоятельное плавание, начинают работать, грубо говоря, сами на себя. И потом все равно приходят на наемную работу. А как вы думаете, почему? Потому что мы все сюда пришли с голой жопой. Когда я сюда пришел, у меня в кошельке, понимаете, я открывал кошелек, а там 2000, а мне за коммуналку платить. И это жесть, конечно, что было. Мы все сюда приходим с голой жопой. У каждого из вас есть обязательные траты. У кого-то есть дети, кому-то там нужно садик оплачивать и так далее. Не думайте, что вы сейчас придете на рынок, начнете зарабатывать исключительно с трейдингом и так далее. Не получится так. У вас должна быть страховка. Должен быть какой-то базовый минимум, какая-то денежная подушка, которая позволит вам хотя бы 3-4 месяца полностью не торговать, не зарабатывать, сидеть, грубо говоря, при своих, и при этом, чтобы у вас были деньги, все это оплачивать. Это очень важно. Причем эти принципы, они идут даже как-то с бизнеса. Кстати, очень много моих студентов, именно бизнесменов, почему-то добиваются больших результатов. Потому что там, наверное, вот это вот работает. И не наверное, а это действительно так. Если предприниматель — это предприниматель, а не человек, который там послушался инфо-цыган на ютубе, естественно, он планирует, что у него первое время хотя бы не будет никаких капиталов. Но ему нужно платить за аренду, за садики, за то, все, 5-10. Если вы придете на рынок и у вас не будет страховки, на вас это будет таким образом давить, что вы будете делать ошибки, вы прогорите очень быстро. Поэтому у вас должна быть страховка. Причем эта страховка не должен быть заемным капиталом. Это должна быть ваша сумма, которую вам не нужно возвращать, и не которая лежит на вашем депозите. Это должны быть деньги, которые у вас есть, которые вы можете взять, грубо говоря, со шкатулки и пойти тратить прямо сейчас, не думая, что вам нужно отдавать. Поэтому бросьте идею взять там, с кредиток, влить, жить на кредитке и так далее. Не получится так. Не получится. Чудес не бывает. Если у вас нет страховки и нет хорошего первоначального вклада, который позволил бы это сделать, думайте тогда над источником заработка. Задам самый главный вопрос. А как вы думаете? Вот я вам показал с самого начала свой торговый отчет, свои счета. Как вы думаете, вот я зарабатываю трейдингом. Как вы думаете, а почему я этот ролик записываю? Почему бы мне только трейдингом не заниматься? Ну, справедливый же вопрос, правда? И мне очень часто пишут этот вопрос в комментариях. Зачем вы смотрите этого инфо-цыгана? Если бы он был трейдером, он бы сейчас сидел бы и торговал, а не ролики бы записывал. И вполне справедливо пишут. Вполне справедливо. Но это справедливо сугубо дилетантское представление о рынках. Это справедливо просто мнение человека, который на рынках еще не заработал ни копейки. А если и заработал, то не делает это систематически как минимум несколько лет. Когда вы проторгуете пару лет, вы будете хотеть заниматься чем-то еще, только не трейдингом. И это не связано с тем, что вам трейдинг надоест, хотя бывают и такие. Это связано с тем, что вы понимаете, насколько здесь шатка-валка, насколько здесь может пойти не по плану, и вам захочется иметь какую-то стабильность. Более того, вам захочется иметь какой-то
пассивный источник заработка, как какой-то дополнительный источник заработка. Возьмите мой пример. У меня тут и ролики я записываю, и курсы мы продаем, и онлайн-школа у меня, и недвигу я сдаю, понимаете? У меня куча вещей, я так почитал, у меня около 10 источников заработка. 10 источников заработка. Просто представьте. Помимо трейдинга, я трейдинг сейчас вообще не беру. Помимо трейдинга. И это же не просто так. Я же не просто так этим занимаюсь. Ну, смысл мне снимать ролики и так далее, если я могу зарабатывать трейдинг. Ну, смысл мне это делать? Потому что важна диверсификация. Именно по этой причине все успешные трейдеры этим занимаются. Мой пример. Хотите, ладно. Я вот не люблю вот это вот даже слово произносить, вот этого человека. Возьмите пример Герчика, например. Возьмите пример кого угодно. Пурнова возьмите. Возьмите пример Черемушкина. Любого другого трейдера возьмите. Вы увидите одно и то же. Все либо обучают, либо покупают недвигу, коммерческую сдают потом и так далее, либо производят какой-то продукт для трейдеров. Кто-то форумы разрабатывает, кто-то социальные площадки разрабатывает, либо продвигают реферальные какие-то программы, там брокерские какие-нибудь программы, либо IT, например, что-то продвигают. Я знаю, например, одного трейдера, Илью. Великолепный трейдер, скальпер, зарабатывает миллионы, реально миллионы. Я ему вообще не чита. Ну вот вообще не чита. Он реально умеет это делать и так далее. Но какого хера, как вы думаете, он разработал в свое время платформу Tiger Trade, про которую, я думаю, вы многие слышали. Но если он умеет зарабатывать, зачем же ему разрабатывать торговую платформу? Все из-за диверсификации. Все только из-за этого. Если вы занимаетесь рынками, вы должны понимать, что это не должно быть единственным источником заработка. Хотя я вру. Есть люди, которые занимаются исключительно трейдингом, и больше ничем. Это наемные сотрудники, которых нанимают открывать сделки в брокерских организациях. Вот такие люди могут исключительно заниматься трейдингом. Мы с вами, самостоятельные трейдеры, которые зарабатывают этим, которым понимают, что нужно делать, которые рискуют не заемным капиталом банка, а своим собственным, мы так не имеем права делать. Перед самими собой мы должны иметь альтернативные источники заработка. Покупайте недвигу, но если деньги есть. Покупайте акции, если денег нет, которые будут давать вам дивы, например. Или просто акции роста, а потом их продавайте по мере надобности. Используйте вклады, используйте рычаг вкладов. Почему нет? Куча есть способов. Берите с меня пример. Открывайте свои блоги. Обучайте людей, если вы умеете, конечно, торговать. Не делайте так, как это делают обычно. Я ничего не знаю, ничего не умею, пойду обучать людей. Сейчас на всех насру конкурентов, скажу, что все кругом говно, один я тут хороший, буду продавать курсы. Ну так вы только себе врагов наживете и максимум годик просуществуете. Делайте что-то полезное для людей. И люди будут приносить вам деньги, когда вы будете делать что-то социальную, какую-то функцию нести. Я вот сейчас снимаю видео, это же социальная функция, и в то же самое время продвигаю свои продукты. Делайте точно так же, почему нет? Я уже молчу про то, что вы можете просто делиться своими результатами и объяснять, как конкретно вы торгуете. У меня вот есть, например, студент Владимир Говолотенко, который в свое время, из-за того, что война пришла в его дом, он сейчас активность снизил, но он великолепно торгует. Он показывал, например, на своем YouTube-канале, как он торгует, и под это, собственно говоря, сразу и инвесторы у него появились. Делайте точно так же. Кто вам мешает делать точно так же? Следующее. Вы должны не торопиться. Большая ошибка будет, если вы поставите себе цель, например, 2 месяца поставили себе дедлайн, вот я сейчас возьму отпуск, например, на пару месяцев, поучу трейдинг, уволюсь с работы. Сколько я таких случаев слышал, вы себе даже не представляете. Это дерьмовый план. Так не получится. Если вы ставите перед собой жесткие дедлайны такого плана на эту сферу, у вас однозначно дорога только одна — уйти с рынка. Ни в коем случае не торопитесь, ставьте перед собой цели, безусловно. Без этого никуда. Но не надо себе ставить цели, смену заработка и так далее. Может быть, трейдинг вообще вам не подойдет. С чего вы решили, что он вам подойдет? Попробуйте, поторгуйте. Если вы поймете, что у вас идет, что вы можете этим зарабатывать, если в один прекрасный день, а вы до этого дойдете, просто слушайте, что я говорю, вы рано или поздно до этого дойдете. Но у вас не будет других вариантов. Ну реально, если вы слушаете меня, у вас не будет других вариантов до этого не дойти. Просто делайте все правильно.
Рано или поздно вы проснетесь в один момент и поймете, ёлы-палы, я вот за эту неделю заработал больше, чем я заработал на месяц на своей работе. Вот в этот момент нужно думать об увольнении. Когда вы до этого не дошли, когда у вас такого нет, рано еще задумываться о том, что вам нужно увольняться и так далее. Не получится у вас. Не получится, вам нужно набить руку. Вначале вам необходимо изучить трейдинг. После этого научиться активно торговать. Далее вам необходимо капитализировать счет. И уже после этого уходить с работы. Я понимаю, что вам хочется побыстрее уйти с работы. Я понимаю прекрасно, что вас все достали и так далее. Все через это проходили, поверьте. Все через это проходили, либо будут проходить. Если вы в особенности живете в России, либо вообще в странах СНГ, тут такой уровень, понимаете, вот этот вот уровень нищеты. И понятное дело, ты смотришь на эти картинки, как трейдеры за один день делают миллионы и так далее. Ты думаешь, да блин, что я на этой работе забыл, и причем вам платят за это копейки. Я понимаю вас прекрасно. Хочется побыстрее. Но запаситесь терпением. Все-таки это не, знаете, спринт, это все-таки марафон, да. Вам нужно запастись терпением, потому что вы будете к этому идти поэтапно, шаг за шагом. Но просто слушайте меня. Делайте, что я говорю. Слушайте, что я вам говорю. У вас будет получаться, у вас нет других вариантов. Вы уволитесь с работы, но это будет не так быстро, как бы вам хотелось. Не гоните коней, я вас прошу. Не гоните коней. Приготовьтесь к тому, что нужно будет учиться. У вас не получится по роликам на ютубе научиться. Мы с вами взрослые люди. Мы понимаем, что ни одной профессии по роликам на ютубе невозможно обучиться. Никому из вас в голову не приходит обучиться вождению на автомобиле по роликам на ютубе. Это не просто так, потому что мы понимаем, опираясь на наш житейский опыт, что стоимость ошибки очень высока. Как вы думаете, в трейдинге какая стоимость ошибки? Полностью ваш депозит. Вы можете одной ошибкой обнулиться полностью, буквально за пару часов. Самообучением обучиться невозможно. Невозможно обучиться по роликам на ютубе, по книжкам и так далее. Это сделать нереально. У вас должна быть обучающая программа. Я рекомендую, конечно, свою обучающую программу. Она у нас одна из самых топовых, которые вы можете встретить. Если вы мне не верите, если я, например, для вас мошенник, инфо-цыган, еще кто угодно и так далее, моей обучающей программой все не ограничивается. Есть много других обучающих программ, но у нас самое топовое, понятное дело. У нас самое лучшее. Но у вас должен быть инструктор. Должен быть кто-то, кто скажет, вот ты тут творишь херню. По-другому у вас не получится. Не работает самообразование, здесь не работает. Самообразование будет работать, когда у вас есть база. База должна быть в любом случае. Без базы вам на рынке делать нечего. И подумайте вот над таким вопросом. Каждый день, кто приходит на рынок, да, вы соревнуетесь между собой. Рынок — это замкнутая структура, это игра с нулевой суммой. Если кто-то заработал, кто-то должен потерять. Со мной вы 100% конкурировать не сможете. Потому что 15 лет я в рынках, я проторговал все, что можно, от облигаций, кончая сложными опционами, понимаете, на разных таймфреймах, крипту и разными методами я торговал, то есть от скальпинга до инвестирования. Я проторговал все, что можно, с кучей торговых стратегий. Вы со мной 100% не сможете конкурировать, это невозможно, в принципе, потому что у меня огромный бэкграунд. Но подумайте над другим, а в чем ваше конкурентное преимущество перед остальными участниками рынка? А я вам отвечу. 90% тех, кто приходит на рынок, не имеют ни базовой подготовки, не имеют ни базовых знаний. Они посмотрели пару вебинаров, пришли, я сейчас вот начну торговать и зарабатывать на рынке. Если вы составите систему, пройдете нормальное обучение, проторгуете хотя бы на тестере, получите какой-то опыт, у вас уже будет такой бэкграунд, которого нету 90% людей. Понимаете, в чем будет ваше преимущество? Вот ваше преимущество. И вы не сможете конкурировать ни деньгами, ни опытом. Вы сможете конкурировать своими знаниями и той системой, которую по ходу этих знаний вы напишете. Если мы берем, собственно говоря, мою обучающую программу, потому что мы студентов обучаем писать торговые системы и зарабатывать на них. Потому что по-другому, в принципе, заработать невозможно.
Это ваше конкурентное преимущество. Этого нет у большинства. У вас это будет. После того, как вы обучитесь, напишите свою торговую систему, вам нужно торговать, вам нужно набивать руку, вам нужно делать сделки. У вас должен появиться торговый опыт. Скажем прямо, ни я, ни кто-то другой из профессионалов не ожидает, что вы будете зарабатывать миллионы. Никто из нас не ожидает, что вы будете забирать наши деньги, будете с нами конкурировать и так далее. Выбросьте эту идею из головы вообще, в целом, что вот прийти и сейчас зарабатывать, выбросьте это. Ваш базовый минимум – это хотя бы остаться при своих. Вы уже будете круче 90% трейдеров, которые теряют. Есть статистика. 96% трейдеров теряют весь свой депозит в первые 3 месяца. Если вы продержитесь первые 3 месяца и останетесь при своих, вы будете круче, чем 96% трейдеров. Просто представьте, просто вдумайтесь в эту цифру. Поверьте, это достигается очень просто. Вам нужно просто соблюдать риск-менеджмент, money-менеджмент и делать все то, что я вам буду говорить. Банальный риск-менеджмент. И если я сейчас вызываю у вас какое-то недоверие, ну как же так, 96% трейдеров сливают, но если бы все было так просто, поверьте, все очень просто. Просто нужно делать правильные вещи. Я вам скажу так. У нас, например, на обучающую программу действует гарантия защиты капитала. Если вы в 3 месяца теряете весь свой капитал, мы делаем вам компенсацию. Но неужели вы думаете, что я тупой такой, что я дебил такой конченый, чтобы я давал такую... Это причем не просто на словах, это юридически в оферте написано. Ну, если бы я был таким тупым, неужели я бы это... собственно говоря, давал там это, или как сказать, в общем-то, да? Я же не настолько тупой, чтобы это все прописывать. Потому что я уверен, что если вы делаете все правильно, правильно соблюдаете риск-менеджмент, money-менеджмент, потерять деньги на рынке невозможно. Вы можете подслиться, вы можете потерять какую-то часть своего капитала, и это нормально. Многие торгуют, и перед тем, как торгуют, они теряют часть своего капитала, это нормально. Это абсолютно нормально, это ваша плата за опыт. Но потеряться, как это делают 96% трейдеров, сливают под ноль в первые 3 месяца, вряд ли у вас получится. Это в принципе невозможно. За все время, сколько мы студентов обучили, ни у одного не удалось достичь, хотел сказать, вот таких вот негативных результатов. Это невозможно попросту. Это попросту невозможно. Просто нужно делать все правильно. Где же лучше всего получать торговый опыт? На самом деле лучше всего торговать сразу на реальном счете, но при этом, пожалуйста, не делайте его основным. Допустим, у вас есть идея, есть у вас миллион, накопили вы, и вы хотите сейчас на миллион торговать. Поделите эту сумму на 2, на 3. Пополните депозит там на 200, на 300 тысяч, поторгуйте на небольшой депозит. Поймете, что у вас идет, поймете, что вы на этом зарабатываете, увеличиваете свой капитал. Так в основном все и делают. И я думаю, что вы тоже должны делать подобным образом. Понимаете, в чем фишка? Мы же не знаем, как ваши мозги включатся. А мы же настолько примитивные существа, что когда мы торгуем там на большую сумму, там на миллионы, у вас ручки начинают сразу трястись, сразу куча ошибок, что я делаю, и пошло-поехало. Поэтому протестируйте себя. Черт его шутит. Как ваша психика сыграет с большими суммами, бог его знает. Сколько я случаев знаю, мама дорогая. Человек нормально торгует, дали ему там большой какой-то капитал, там на 12-20 миллионов. Все. Пошло напропалую, понимаете? Мы не знаем, как ваша психика будет работать, поэтому свой капитал необходимо наращивать плавно. Потихонечку, плавно наращивайте. Чтобы вам было на что-то опираться, вот вам небольшая информация, сколько вам потребуется времени, чтобы набить руку. Если вы торгуете внутри дня, потребуется минимум 2 месяца. Минимум 2 месяца. Если вы торгуете в средний срок, то есть делаете сделку, там пару дней подержали, ну хотя бы полгодика вам придется поторговать. Если в долгосрочную, то год и более. Это величина условная. То есть не было проведено каких-то исследований, статистики на эту тему и так далее. Мы просто эмпирически видим по нашим студентам, которые проходят, сколько у них потребуется времени. Если вы не особо талантлив и понимаете, что вот немного туговато, или вам больше 45-50, когда уже появляется, ну знаете, уже с возрастом появляется вот такое чувство, что ты уже не настолько хорошо мыслишь, да, как раньше. Умножайте это смело на 2.
То есть в интрадее торгуйте хотя бы месяца 4, чтобы у вас появился опыт. Эти величины еще хорошо подходят под рыночные циклы. При торговле внутри дня в среднем каждые 2-3 месяца происходит смена рыночного цикла, и рынки начинают немножко по-другому двигаться, и волатильность меняется, и направление чаще всего меняется. Ну, в общем, будете проходить обучение мое, поймете, что это такое, что такое рыночные циклы, как они меняются и так далее. Если вы видите, что торговля у вас идет и уйдет в уверенный плюс, депозит можно потихонечку наращивать. Доливать депозит лучше постепенно, чтобы привыкать к тому, чтобы ваша прибыль и убытки становятся больше и значительнее. Какого размера должен быть депозит? Это будет, безусловно, зависеть от того, сколько денег вам нужно для жизни, то есть какова ваша желаемая прибыль. Вот небольшая схемка уравнения по расчету депозита. То есть здесь нетрудно догадаться, если вы торгуете внутри дня, ваш доход, который вы хотите получать в месяц, нужно умножить на 20, и будет ваш капитал, с которым вы должны прийти. Например, если вы приходите на рынок и хотите получать в месяц 50 тысяч рублей, вам нужно умножить на 20. С этой суммой вы должны прийти на рынок, у вас должна быть эта сумма, чтобы зарабатывать внутри дня и при этом довольно неплохо себя чувствовать. При этом мы сейчас здесь говорим про торговлю с минимальными рисками, то есть вероятность потери вашего капитала здесь, не люблю такое слово, но ничтожно мала. Ничтожно мала. Понятно, что если вы будете рисковать большими деньгами, то, безусловно, вам потребуется капитал меньше. То есть, условно говоря, вы можете и 500 000 принести на рынок, но у вас будет в 2 раза больше рисков, а значит вероятность потерять будет в 2 раза больше, имейте это в виду. Когда вы нарастите свой депозит до нужной суммы, вы автоматически будете зачислены в успешные трейдеры, и тут я вас поздравлю. Вы мне только напишите, что вот сегодня я стал успешным трейдером, я скажу: красавчик, красавчик. Здесь нужно иметь в виду, конечно, вы наверняка слышали фразу: найди работу, которая тебе по душе, и ты будешь не работать ни дня. Это самая большая ложь, которую вы слышали в своей жизни. Вероятность того, что вы нашли дело, которое вам нравится, и будет приносить хорошие деньги, практически равна нулю. Поэтому давайте мы будем с вами реалистами. Нам нужно стремиться к финансовой независимости, и трейдинг может быть для вас всегда палочкой-выручалочкой. Вам не обязательно работать именно трейдером. Может быть, вам это не подойдет. Мы этого не знаем, вы этого не знаете. Понимаете? Вы не знаете, как здесь на самом деле. Потому что трейдинг очень скучен, очень нуден. Иной раз он тебя раздражает. А ты думаешь, да, ну его, все, бросить и так далее. У вас должны гореть глаза, понимаете? Я понимаю, что с годами, если вы нашли свое дело, с годами у вас все больше и больше будет проявляться интерес, все больше и больше вы будете... Ну, я привожу свой пример. Ну, я, понимаете... Можно сказать, исключение из правил в этом случае, потому что многим это не заходит, потому что скучно, потому что нудно и так далее. Но если у вас не получится, вот самый плохой сценарий, разбираем, самый плохой. Пробовали, не получилось, не ваше, вот потратили много времени, сил, денег, ресурсов, не ваше. Финансовые рынки, они огромные. Каждый из вас может найти что-то свое. Вам не обязательно заниматься трейдингом, чтобы зарабатывать на рынках. Это лишь вот капля в море того, что можно заниматься. Чем можно заниматься на рынке? Вы можете заниматься от каких-то совершенно простецких стратегий там на экспирации в фьючерсах, понимаете, кончая тем, что вы можете делать структурные продукты для себя, заниматься инвестированием и так далее. Вот я сейчас говорю, более чем уверен, что вы даже не поняли, о чем я сказал. Понимаете, насколько вот вы знаете, да, вот совсем чуть-чуть о рынках, а рынки, они огромны. И финансовый рынок, он реально для каждого человека. Каждый может найти здесь что-то свое. Каждый может найти что-то свое. Но не обязательно акцентироваться только на трейдинге, вот только трейдинг, ничего больше и так далее. Трейдинг реально один из самых хороших, можно сказать, источников заработка. То есть вы здесь можете заработать просто до хрена. Здесь реально очень много денег. Очень много денег. Я сюда пришел с голой жопой. У меня не было денег, понимаете? Я жил в нищете. Я не люблю вот эти вот истории успеха про то, что был никем, из грязи в князи и так далее. Я понимаю, что люди это любят, но это не совсем мой случай. У меня был какой-то базовый доход в виде того, что мне родители обеспечили жильем, дай бог здоровья, в общем-то, да. Но я вынужден был где-то брать деньги, чтобы жить и так далее.
У меня были, конечно, чуть-чуть получше стартовые условия, но я сюда пришел с голой жопой, так же, как и вы. Я жил в такой же нищете, понимаете? И у меня подчас не было денег даже, чтобы коммуналку там оплачивать и покупать себе какие-то там дорогие вещи. Вы просто первые видео откройте вот на этом канале, с них уже прошло, получается, 10 лет. Посмотрите, в каких я вещах, в каких я интерьерах сижу. Так это на тот момент я капитализировал свой счет, я еще зарабатывал, понимаете? А раньше было еще до этого еще хуже. Еще хуже было. А теперь посмотрите вот это вот контраст. А теперь у меня счета на десятки миллионов. Ну как вы считаете? Много здесь денег или нет? Ну, конечно, здесь денег очень много. Очень много. Но до этого нужно будет дойти. Не каждый доходит. Я думаю, что вы дойдете. Если вы будете делать все правильно, вы дойдете. Просто главное, чтобы у вас оставался интерес к этой сфере. Чтобы у вас оставался интерес, рекомендую пройти мое обучение. В нем я уже собрал рабочие тактики. Вам нужно просто делать то, что я вам говорю. У вас будет эффект, будет результат. Вы будете понимать, что конкретно нужно делать, а вы перестанете ходить шаг за шагом, вот эти, по кругу, одно и то же, слушаете эти вебинары бестолковые, где куча воды, и там, дай бог, там пару нормальных каких-то идей, пару нормальных советов. Вам не нужно смотреть эти вебинары, поверьте. Вам не нужно во всем этом копаться, разбираться самостоятельно. Я уже все сделал за вас. Вам просто нужно это все изучить и начать применять. Не нужно во всем этом копаться, поверьте, вы можете просто все начать делать и начать потихонечку становиться. Конечно, опыт, безусловно, вам потребуется, но чтобы у вас появился опыт, вы должны делать правильные вещи. Иначе велика вероятность, если вы делаете что-то не так, мы же очень слабые биологические существа. Рано или поздно, если вы делаете что-то не так, теряете деньги, вам мозг скажет: слушай, это какая-то туфта. Я пробую, у меня тут не получается, а деньги на этом теряю. Вполне вероятно, что вы это скажете, и это абсолютно нормально, что вы это скажете. Но это все последствия. Последствия того, если вы делаете все неправильно. Я рекомендую пройти мое обучение и начать делать все правильно. Так, как это нужно делать. Так, как это принесет вам успех. И поверьте, если вы будете делать то, что я вам говорю, у вас не будет других вариантов. То есть у вас не получится сделать что-то другое, что не приведет вас к успеху. Вы рано или поздно дойдете до этого успеха. Просто делайте то, что я вам говорю. Просто это делайте, выполняйте. Это самое сложное, как оказывается почему-то. Сколько раз я уже это говорю, делайте просто то, что я говорю, будет успех. И это самое сложное. Вечно начинается то в одну, то в другую сторону, то в третью. Просто делайте то, что я говорю. Я уже все узнал за вас, все разжевал вам. Просто делайте то, что я говорю. Ссылка на все находится в описании. 7 лет мы уже работаем, 7 лет обучаем трейдеров. Есть соответствующая документация, сам я квал-инвестор, у нас есть лицензия на образование. За эти 7 лет я не скрываюсь где-то в Дубаях, понимаете. Мы обучаем кучу трейдеров, это уже само по себе является фактом того, что все работает успешно, и у нас все в этом плане законно, прекрасно, и претензий каких-то к нам никаких нет. Это уже само по себе является гарантией, что вы получите качественную программу обучения. Иначе бы я уже бы где-то скрывался, как остальные, было бы заведено кучу уголовных дел и так далее. Ничего подобного. Ничего подобного у нас нет. Мы работаем очень даже неплохо. Я желаю вам удачи, счастья, благополучия. Зарабатывайте. Ссылка на все находится в описании. Счастливо!